Я решил, что я должен вам все рассказать. Всю свою жизнь. И не потому, что к старости тянет исповедаться или оставить после себя мемуары. И не для того, чтобы оправдаться. Мне не в чем оправдываться. Каждый живет свою жизнь, и только потом, после нее, мы не совершаем ошибок. Я прожил сложную жизнь, и я должен вам ее рассказать, потому что я кое-что понял. В августе 1944 года я возвратился из заполярной экспедиции и уже на аэродроме от сотрудников своего института узнал, что за разведку северных месторождений никеля и свинца я удостоен сталинской премии. Мог ли я думать тогда, что через несколько часов моя жизнь свернет совсем в другое русло? Значит, поиском Анселия крышка. Не знаю. По-моему, твои друзья Каточкины перебрали все варианты. Но, Сережа, хочешь по-честному? Ну? Но только без обид. Да. Сергей, я знаю, что получить Анселий – это мечта твоей юности. Но я даже готов допустить, что с твоей помощью это открытие по зубам современной науки. Но этим занимается Каточкин. Какой же он ученый! Ну да, вы дружите с ним почти 30 лет. Ну и что? Его жена, другое дело, она еще тянет. Вчера ко мне зашли два парня из конторы Йоффе. Ты же знаешь мою нюх? Стопроцентные гении. А я хоть раз ошибся? Они занимаются там полупроводниками. Но старик, кажется, их там прижал. А я печенкой чую. Если дать им лабораторию... Эту? Ну, ты директор института. Дело, конечно, твое. Но упускать таких парней... Слушай, Чернеев, а если я сегодня получу Анселий, а? Чистый. Но не чистый. С примесями. Прекрасно. Но только сегодня, ладно? А если нет? Товарища Чинеева срочно вызывает Караганда. Иду. Товарища Чинеева срочно вызывает Анселий. Караганда. Так, пошла возгонка и конденсация. Митя, запиши. 10:40. Записал. Конденсация. Это до вечера? Угу, Опять Андрюху из детского сада сюда тащить? точно. Андрей вырос, наверное. Сколько я его не видел. Уже здоровый мужик. Почти 3 года. Вот. Ему ванильный. Чуть сам не съел. 4 дня из Хантальска до вас добирался. Съел бы. Детям до 5 лет есть шоколад нельзя. Ну? Ага. Я начала разложение фторида, а вы, Сергей Матвеевич, вы бы отдохнули. Митя сходит за Андрюшей. Вы с дороги. Там у Чинеева в кабинете есть диван, подушка. Так что пойдите. Еще что? А вот побриться бы. Пошла конденсация? Угу, пошла. Муж, запиши. Разложение и конденсация фторида. Конденсация интенсивная. Знаю. Сколько там градусов? 570. Нормально. Ну, хорошо, я пошел бриться.
Передо мной лежал мертвый Митя Каточкин. Митя Каточкин. Мы все делили с ним поровну. Молодость, синяки, жизнь. Нам было по 20 лет. Мите Каточкину и мне. Что это? Не могу знать. Так что это? Бурильный станок. Кто же у нас сказал, что это пушка? А? И где же вы собирались гвоздить землю своей артиллерией? В Хантальских горах. А зачем? На уголь, на медь. Откуда же известно, что там уголь и медь? Купцы Стасова открыли уголь и медь. И подарили вам. Не подарят, сами возьмем. А, пардон. Там что, и золото есть? Не знаю. Не думаю. Ах, не думаю. Вот люди, полюбуйтесь на власть. Мы только что отступили. Англичане еще в Архангельске. Может, мы завтра в Питер войдем. А они уже добывают уголь, золото. Да зачем оно тебе, золото? Ладно. Становитесь, сынки, к своей бандуре. Господа геологи, а может, вы мне золотишко поищете, а? Станок еще можно спасти. И ног мочить не придется. Сапоги выдам хромовые, английские. Соглашайтесь, вы же интеллигентные люди, а то потонете. Понятно? Они идейные. Excusez-moi. А что этот Ансели имеет оборонное значение? Ну, с одной стороны, знаете, сегодня даже картошка имеет оборонное значение. Но Анселий – это открытие далекого будущего. Сергей Матвеевич, а как по-вашему, это только лишь несчастный случай? А который час? 18, 20. Ага. Когда же закрывают детский сад? Андрюша! Что? Здравствуй. Ты уже забыл меня? Вспомнил. Знаешь, твой папа приказал мне взять тебя. Ты поживешь у меня. А он с мамой уехал на фронт. А ты? А я остался.
случайно. Пап, а если я возьму твою фамилию, это не будет подло? Ну, по отношению к нему, к отцу. Я ведь его совсем не помню. Это ты должен сам решить. Я решил. Я давно решил. Мне только перед ним неудобно. Слушай, а почему ты перестал искать Анселий? Моррисон и Гаскел ищут. Я читал это в Вестнике химии. Ну и пусть ищут. У меня есть дела поважнее. И вообще, наука сегодняшнего дня получить чистый Анселий не может. Лет через 100. Слушай, а я могу взять две фамилии? Ведь был же Миклуха Маклай, Римский Корсаков и этот, Мамин Сибиряк. А я буду Юрошев Каточкин. С днем рождения, Миклуха Маклай. Только закусывай. Папа, ты из-за меня не женился? Что? Знаешь, я тоже решил никогда не жениться. Зачем? Очень Ев женатый. А что в науке сделал? Открыл новый институт в Хантальске. Вот и все открытие. Нет, ученому жениться нельзя. С тебя хватит. Ну я же именинник. Хватит, хватит. Папа, я тебя очень люблю. Ты просто пьян. Слушай, а ты был когда-нибудь влюблен? Был. Здравствуйте, товарищи. Где хозяин? Вы здесь за старшего? Горный мастер? Ну, горный мастер. А Стасов где? Будет. Через неделю. А ты кто есть? Жалко. Мы вместе учились с Ильюшкой Стасовым. Ну, будем знакомиться. Адъюнкт-геолог, комиссар Красной Армии Сергей Юрошев. Вот мой мандат. Послан к вам Совнаркомом и Реввоенсоветом Республики. С самой Москвы. Амка! Так что? Реквизировать приехал? Так что ли? Значит так. Именем революции и декрета о национализации частной собственности угольные копии купца Стасова и принадлежащие ему окрестные земли переходят во власть трудового народа. Теперь этой земли вы сами хозяева. Сильным от вашей власти амнистия есть? А кто здесь сильный?
Все, считай. Политические? Не. Уголовные. Товарищи, всем, кто согласен работать для народной власти, будет дана полная амнистия. Оплатить будешь? Буду. Чем? Советским рублем. А покаж, какой он есть. Дело в том, товарищи, что нашу боржу потопили белогвардейцы. Но я написал в Москву, деньги скоро будут. Нашел дураков. Иди отсюда. Тише! В республике гвоздей нет. Подметку прибить нечем. В Мурманске Миллер стоит. Англичане. В Питере угля нет, хлеба нет. Дети! Получают вот такой вот кус хлеба и все. Кто они вам? Чужие. Может, твой сын сейчас макуху жрет, а ты здесь торгуешься? За какие деньги работать? А фунты у нас в республике не ходят. Зря копили. Все. Теперь я скажу. Работать будем, как и работали. До приезда хозяина. Он в Архангельск пошел. К англичанам. Вернется с ним и решай. А фунты еще сгодятся. Пошли. Обед кончился. А, Серега. Давай, Петрович, 3-3. Мы с ним учились вместе. Зря ты сюда приперся, Серега. Я здесь хозяин. Народ тут хозяин. А ваше время прошло, Илюша, хватит. Так что давай. Ты должен передать нам землю, уголь и медь. А сам, если хочешь служить новой власти... Тебе, что ли? Почему мне? Народу. Вот я и говорю тебе, из грязи да в князи. Здесь нет меди, а уголь англичане у вашей власти берут в концессию. А я остаюсь управляющим. Врешь.
же вам русским языком сказали. Нет тут меди. Врете вы! Ну, вам видней. Вы же геолог. Вот именно. Я у Стасова учебники реквизировал. Куда дело? Там, в сундуке. Обросли, как на икону. Может, постричь? Некогда мне. Это ж быстро. Гляньте, на кого похоже. Чистый поп. Да вы гляньте, гляньте. Ладно. Давай. Только я делом буду заниматься. А ты стриги. Скучно тебе. Размельчить породу в ступе. Ступа есть. Потом высыпать горкой и разделить крест на крест. Нет-то. Мне нигде не скучно. Не было еще мужика, чтоб повеселить не схотел. Хотя бы Каточкин ваш. Ты что плетешь? У него невеста в Саратове. Ну и что? А ничего. Во всяком случае, я ничего за ним такого не замечал. Вы заметите. Ко мне, может, каждую ночь стукают. Я не пускаю. Жду тут одну залеточку. Небось, Стасова. Может, Стасова. А может, еще кого. Секрет? Мне можешь сказать? Могу. Здесь! Здесь же ступа была. Сегодня утром еще лежала. Кто ее взял? Я почем знаю? Анна! Кто взял ступу? Это саботаж! Мне нужно истолочь образцы. Взять анализкер на породы. Кто ее взял? Да идите вы! Хорошо. Ладно. Все саботажники. Ничего, ничего. Сергей. У тебя нет других дел, как встречать меня в аэропорту? Ну, в последний раз. Вчера на коллегии постановили, что в Заполярье нужен свой институт геохимии. Директором назначили меня. Так, поздравляю, добился? Думаю, опорные базы создать в Кантальске. Так что в следующий раз милости прошу. А 5 часов назад в этом Хантальске я видел, как в аэропорту садились самолеты с цементом. Вот так, цемент с самолетами. Чем открывать там свой НИИ, ты бы лучше нашел там мергелитовый известняк. Но в тундре нет известняка, ты же сам оттуда. В тундре все есть, искать надо. А почему Андрей не приехал в экспедицию? Это же его работа. Знаешь, мне кажется, ты просто развратил его своим покровительством. Сын называется. Ты меня встречаешь, а он нет. Ну что ты молчишь? Где он? Да понимаешь, в общем, он работает нормально. В институте даже остается часто по вечерам. Расширил лабораторию. Но знаешь, я думаю, что он у тебя влюбился. Но только это такая, ну,
современная влюбленность. Он живет у нее. Ну, во всяком случае, он дома почти не ночует. Нет, это ведь тоже ничего страшного в его возрасте. А ты ее видел? Я и его-то почти не вижу. Больше того, вчера он позвонил и сказал, что берет отпуск за свой счет. Зачем? Они, мол, едут на дачу. Так. А он знал, что я прилетаю? Угу. Хотел бы я видеть эту птицу. Это можно. Что? Это можно, говорю. Я поставлю чай. Или, может, для вас лучше кофе? Чай, лучше чай. Лиза, вы понимаете, я отец. Давно вы так? Второй год. И когда вы поженитесь? Он вас любит. Ну, а ребенка не хочет он или вы? Значит, была ситуация. И все-таки, если еще раз это случится, сохраните мне внука. А где он сейчас? Наверное, в институте он работает вечерами. Ну, ладно. Давайте пить чай. Это он? Угу. Ты когда пришла? Как всегда. Привет. Очень мило. Ты давно прилетел? Заходи. Мы тут с Лизой собрались чай пить. Без тебя. Не знали, когда ты придешь. Так уж ты прости. Сядь. Ну что ты стоишь, как пень? Руки в карманах. Мы тут с Лизой решали вопрос, когда вы подарите мне внука или внучку. Лиза хочет мальчика. Пап, это бестактно. А превращать ее в... Держать свои тапочки под ее тахтой 1,5 года, это тактично. Это у вас теперь в порядке вещей, да? Все? Ты высказался?
Почти. А что это значит? Это же рабочая тетрадь твоих родителей. Это значит, что я занимаюсь анселием. Академик Юрышев говорит, что сегодня анселий получить нельзя. А ты, видишь ли, гений. Весь институт занимается ерундой, ищет ртуть, олово, гравий, шачет в болотах. А директорский сын ищет анселий. Здесь, на этой тахте. Чистая наука. Не нужно комаров кормить. Очень мило устроился. Поздравляю. Вот именно! Пойди, проветрись. Только дверью не хлопай. Ушел он. Видали? Ничего. Такие далеко не уходят. Что с тобой? Открой дверь. Что с руками? Открой дверь. Далеко уходят такие, как я, или нет, зависит от тебя тоже. Пока. Что у него с руками? Ожог втористым водородом. Втористым водородом? А почему он работает с втористым водородом? Пока вас не было, он построил такую же лабораторию, как у его родителей. А я сижу и жду. Почему без света? Так это же ваш сын. В подвале опыты проводит. Сидите. Был у врача? Был. Что? Ничего. До свадьбы заживет. А точнее? Через неделю снимут бинты. Таня, следите за прибором. А вы что здесь делаете? Это наш электрик. Он починил мне трансформатор. И когда ты собираешься получить анселий к утру? Да, к завтраку. На десерт. Между прочим, Клеве, чтобы получить концентрат тулия, не выходил из лаборатории 6 лет. Так что ж вы собираетесь Дарью Семеновну 6 лет держать без света? А если у нее котлеты в холодильнике протухнут? Какую Дарью Семеновну? Это он образно, Толя. Он считает, что мы должны спросить нашу вахтершу, тетю Дашу, что для нее важнее, анселий неизвестно когда, или мясо сегодня в холодильнике. Я правильно объяснил? Так она же не знает, что такое анселий. Подумаешь, мы на 5 часов выбрали напряжение. А вы знаете? А мне Андрей Сергеевич все объяснил. Предполагается, что анселий должен обладать несколькими исключительными свойствами. Не надо, Толя. Гипотезу о том, что даст чистый анселий, отец высказал еще в 1934-м. С тех пор многие превратили свои гипотезы в космические корабли и лазеры.
А Анселий? А Анселий не получишь вот так. Лабораторным путем. Вот так мы уже пробовали. Ты знаешь, чем это кончилось? Знаю, ну и что? И поэтому ты прекратил исследование? А по-твоему, я должен был их продолжать? Даже после... Да, папа. Да. По-моему, да. По-моему, только открытие Анселия может хоть в какой-то степени оправдать их гибель. Ну, знаешь, в то время было не до этих моральных отчетов. Стране нужен был молибден, и я добывал молибден. Марганец для брони, свинец. Между прочим, если бы я их не нашел, вы бы здесь не сидели. А после войны? А вот после войны тоже. Знаешь, если угодно. Даже сегодня цемент для Хантальска важнее этого журавля в небе. И вообще, чтобы добывать анселий, нужны миллионные затраты, усилия сотен людей, а не так. А за чей это вы тут счет? А? Таня, какая у вас зарплата? 80 рублей. 80, вот так. Поэтому я считал раньше и считаю теперь, что наука должна в первую очередь делать то, что крайне нужно ему и ей. И никогда не... Зачем ты оправдываешься, отец? Вот что. Эту вашу так называемую лабораторию я закрываю. Вы свободны, товарищи. А ты, прежде чем отнять у государства даже копейку на осуществление собственных затей, потрудись вернуть ему хотя бы то, что оно потратило на тебя. Здесь институт прикладной геохимии. Таня, возьмите чистый лист бумаги. Пишите. Директору ВНИИ, академику Юрышеву, С.М., от старшего научного сотрудника Юрышева А.С. Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию. Это же мальчишество. И даже без вещей. Пап, я работал в твоем институте, это действительно неудобно. Пока я занимался Анселием, мне было плевать на сплетни, а теперь, чтобы искать известняк, не нужно сидеть под крылышком у папаши. Повторяю. Заканчивается посадка в самолет, следующий рейсом 107-м. Ну? По маршруту Внуково, Тардынь, Ханталь. Прости меня. Если хочешь, можно успеть взять второй билет. Ну, прости. Не волнуйся, отец. Все будет как надо. Найду я этот известняк. И вообще...
Денег у меня нет. Есть спирт. Мой спирт, который ты реквизировал. Мне нужны хлеб, мясо, овощи. У меня рабочие бастуют. Даже овощи. Что, Чинга начинается? Да или нет? Сядь. Торговать не умеешь. Я тебя поучу по старой памяти. Его мамаша у нас кухарка была. Такими блинами меня в детстве баловала. Надо ж отплатить. Значит, денег у тебя нет, а спирт мне тоже вроде бы ни к чему. Конечно, можно поехать в стойбище. Самоедов споить, соболей взять. Но нехорошо это. Остается даром тебе продукты отдать. Я бы отдал, мне не жалко. Но опять же нельзя. Я эксплуататор, кровопийца, барышник, нахожусь под домашним арестом и вдруг даром. Подорву всю вашу пропаганду. А давай так. За пуд муки 5 мешков образцов породы. Идет? Нет, серьезно. Ну, конечно, это все равно, что даром. Но все-таки видимость торговли, натуральный обмен. Порода пустая. Я делал анализ, меди нет. Я же вам говорил. Из тебя в жизни купца не выйдет. Ну, конечно, порода пустая, я знаю. Но вы будете работать. А труд, как нам ваш Энгельс сказал. А? Ну что, Серега, договорились? Только я буду проверять каждый мешок. Проверяй. И мясо дашь. И мясо дам. За каждую оленью тушу 10 мешков породы. Ладно. Отдайте ступу. А она в озере. Утонула сразу, без пузырьков. Вот это вы зря погорячились. Как же он будет наши мешки проверять? Образцы надо в порошок и столочь, а это не молотком, не... Слушай, а может, кувалдой, Серега, а? Ну, нашел медь? Чаем угостишь? Подыхаю со скуки под твоим домашним арестом. Ты вчера ковришки пекла, остались? Каждого тут ковришками кормить. Он же в гости пришел.
Так проверяешь каждый мешок. Да. Работка. Что ты хочешь доказать? Что Кухаркин сын не глупее нашего брата? Это доказал уже Ломоносов. Ты же сам на весь институт трезвонил, что отец свой здесь медь нашел. Ну и что? Приврал малость. Приятно было видеть ваши завистливые рожи. Ты видел заявочный столб на Тихом ручье? Я его снял, там меди нет. Ох, Сережа, снял, не снял, есть медь, нет, какое это имеет значение? Этот столб поставил мой дед. Отец 17 лет и шачил здесь. И замерз в кислой долине. Ты понимаешь, что для меня это земля? Земля это уже не твоя. Ваша власть долго не продержится, Сережа. Я потому и сижу здесь. Не убегаю из-под твоего дурацкого ареста. Расчетливый ты. Смотри, как бы промашки не вышло. Ну, как она тебе? Что? Да. Тяжелый случай. Жизни вокруг себя не видишь, Серега. Ну, ладно. Весной я тебя познакомлю с какой-нибудь англичанкой. Англичан здесь не будет. Будут. Ты же не докажешь, что здесь есть медь. А уголь твоя Москва готова отдать в концессию. Медь же есть. Где она? Не знаю. Ищи. Андрей. Здрасте, Клавдия Ивановна. Меховые. Это вам. Спасибо. Какая прелесть. Спасибо, Андрюша. Как ты возмужал? Всего на 1,5 года. Отец у себя? Да. Вернулся блудный сын. Здравствуйте. Можно сесть? Отец, ты летишь со мной в Хантальск сегодня или завтра. Это крайний срок. Билеты у меня уже в кармане. Посиди. Тут срочное письмо в Совмин. Так, где мы остановились? Слушайте, академики, как по-вашему, что двигает науку? Талант? Научная интуиция? Нет. Заказчик. Вот тут про фонды нужно отчетливей. Там ведь тоже экономисты сидят. Ну, нашел известняк. Слушай, помнишь, я пробовал получить анселий в подвале? Ты еще тогда говорил, что это кустарщина. Что нужна настоящая опытная установка. Так вот, заказчик построил установку. И какую? Охлаждение гелием. В аппаратуре для ректификации все покрытие платиной. Сам увидишь. Заказчик серьезный. Космосом занимается. И вообще, идею купил на корню. Втористый анселий вместо вакуумной сварки. Представляешь?
Между прочим, ты это предсказывал еще в 34-м. Так много нам, пожалуй, не дадут. Но попробуем. Это афера Чинеева. Какая же это афера? Как только он узнал, что я ушел из института, он тут же взял меня к себе. Дал лабораторию, толковую группу. Нашел заказчика. Когда главному доложили, что исследование ведет твой сын Юрышев, вопрос с установкой был решен за 1 час. А ты говоришь, Чинеев умница. Ты очень изменился, Андрей. Именем моим пользуешься прямо как званием. Это получилось невольно, папа. Поверь, я тогда взял твою фамилию не для этого. А если больно, то что? Попробуй сейчас без звания докажи, что ты не псих. Что чистая Анселия – это не выдумка сумасшедшего. Даже ты теперь этому не веришь. Ну, не передергивай. Анселий получат наши потомки. Ну, может быть, даже мой внук, если ты. А ты знаешь, где сейчас Лиза? Слышал. В КБ у моего заказчика. За год защитил диссертацию. Выходит замуж. Там все в порядке. Дурак ты. Ну, хорошо, я дурак. Я же прилетел сюда не за этим. В тундре стоит огромная установка. Там все в порядке. И я хочу, чтобы ты был на испытаниях. Кого ты обманываешь, Андрей? До этого чистого Анселия так же далеко, как до управляемой энергии плазмы. Неужели это не ясно? За эту истину заплачено уже 2 жизнями. Мне не нужен чистый Анселий. Втористый. С примесями. Любой концентрации. Это уже будет шагом вперед. Менделеев тоже не верил в возможность получения свободного фтора. И, может, именно это задержало открытие химии фтора на целых 100 лет. А теперь без фтора не обходится даже зубная паста. Ты трусишь. Честно говоря, да. Это был Хантальск. Город, с которым связана вся моя жизнь. А когда-то здесь были только угольные копи Илюшки Стасова. Ты давно ждешь? Ну, жду. Тебе нельзя? Чертов буран.
Неужели придется перенести испытание? Ты уже не боишься? Ну, раз ты здесь. Между прочим, стоило тебе прилететь, начальник треста тут же подбросил мне 200 тонн сырья. Целый бункер. Как у нас любит начальство. Здесь Лиза. Знаю, ну и что? Даже со своим женихом. Приехали принимать у меня установку целой комиссии. Завтра прилетит генерал Брусков. Так что Ансели уже ждут. Ты с ней не разговариваешь? Ну, почему? Разговариваю, нормальные деловые отношения. А кроме? Отвяжись. Ты ее любишь. Прости. Добрый вечер. Налейте мне, я хочу с вами выпить. Спасибо вам. Вы что-то хотели мне сказать? Нет, ничего. И снова я ехал навстречу с Ансели. Впервые с того рокового взрыва в августе 44-го. Нет, я не верил в удачу. Боялся верить.
Слушай, зачем ты все это затеял? Если у вас сегодня сорвется, то ты представляешь, это скомпрометирует Анселей еще на полвека. Я уж не говорю про Андрея. Сергей, наверное, этот разговор созрел давно. Ты считаешь меня авантюристом? Не надо, не перебивай. Я же знаю. Да, я сам никаких открытий не сделал. Ты большой ученый. Юрышев. Я же только Чинеев. Но, Сережа, я могу другое. Я могу в человеке угадать талант, помочь ему, поверить в него, заставить на талантливую идею работать десятки КБ. В этом моя жизнь. Горят термостойкие прокладки, втор прорвался. Пожарный вертолет! Срочно пожарный вертолет! Срочно пожарный вертолет! Лиза, у вас градусов 700? 570. Нормально. Перекрыть втор. Снять энергопитание. Снять энергопитание. Прекратить подачу кислорода. Нет, это не остановить. Во вторе горит все. Даже вода. Борис Михайлович, назначьте комиссию по расследованию причин аварии. Андрей Сергеевич, прошу вас предоставить мне всю документацию. Лиза, выходи за меня замуж. Смотри, что я нашел. Это платина, не медь. Вот почему у нас Стасов породу-то скупал, ясно? А мама от тифа скончалась. Как я ей покажу? Стасов хитер. Платину скрывал, но теперь ему никакой концессии не будет. Ты что? Дурак. Ты что? Господи, какой дурак, сдохнуть может. Я же люблю тебя. Зачем? Зачем? Мне нельзя плакать. Я комиссар.
Алло, Лиза? Алло, скажите, вы давно в Москве? Вы нужны мне срочно! Что случилось? Простите, у вас остались вещи Андрея? Он тогда уехал без вещей. Да-да. Нет, мне нужна только одна тетрадь. Рабочая тетрадь Каточкиных. Совпадает. Что? Что совпадает? Вы помните, когда у вас прорвался фтор? Да, при конденсации фторида. А температура? 570. Вот. У них было то же самое. Но я не знаю, но мне показалось. Мне кажется, Андрей все-таки тогда был на верном пути. И он, и они. Уж очень много совпадений. Я ворвался к вам ночью, но Андрей тогда оставил у вас эту тетрадь. А эти взрывы... Знаете, мне кажется, что здесь пахнет Анселием. Простите, а где же ваш муж? Вы же собирались замуж? Как-то не собралась. Слушайте, я срочно лечу к Андрею. Он где-то на севере, в какой-то экспедиции. Но я его разыщу. Поедемте. Нет. Он же вас любит. Вы нужны друг другу. Сергей Матвеевич, ему никто не нужен, к сожалению.
Я часто думаю до сих пор, за что он убил ее. Из мести за платину? Но почему не меня? Случайно? Я летел над теми же местами и понимал, что я уже никогда не узнаю об этом. Встречаете? Да, я жена Андрея. Разве вы не знаете? А она мне нравится. Мне тоже. Ты зачем приехал? Поздравить тебя. Ты помнишь, в 16 лет ты говорил, что ученому жениться нельзя? Помню. Прекрасно помню. Но я теперь не ученый, просто геолог. Ищу песок. И только. А что еще? Алмаз тут нашли без меня. А ты видел заключение комиссии по аварии на твоей установке? Это меня не волнует. Да? Я ведь тоже когда-то забросил Анселий. В 44-м. Смерть твоих. Идею Анселия до этого многие считали бредом. И я, если честно, уже боялся новых поражений. Ты приехал исповедоваться? Да. И нет, и да. Просто недавно я совершил ряд открытий. Да-да. В самом себе, но и... В общем, мне кажется, что ты и эта комиссия ошиблись тогда. Твоя установка сгорела не от фтора и не от того, что там не выдержали термостойкие прокладки. Конечно, это только догадка. Но мне кажется, что она вообще не сгорела, а потекла. И виноват в этом фтористый Анселий. Он был, ты понимаешь? Я знаю. Что ты знаешь? Знаю, что установка потекла. Что там был Анселий. Точнее, может быть, был. Я ждал его сразу после полного... После чего? Разложения фторида. А он проявил себя раньше. Огнеупоры потекли. И уже как результат прорвался фтор. Эта мысль мне пришла месяц назад. Вон на той сопке. И ты целый месяц молчал? А кто бы мне поверил? Ты первый отправил меня опять искать известняк. Мало ли что. Нет, папа. Нужны доказательства. Значит, новая установка. А кто я? Рядовой геолог. 27 лет. Это мне не по зубам. Ну, а когда я открывал Хантальские горы, сколько мне было? Это было другое время. Ты был комиссаром, имел все полномочия. А ты мой сын.
И не только мой. Слушай, пап, мы сейчас похожи на двух генералов, которые после поражения обсуждают, что было бы, если бы... Значит, несмотря на то, что ты и твои родители получили анселей... Они? Откуда ты взял? 2 аварии при равных параметрах не могут быть случайностью. Каточкины получили анселей при той же температуре, 570. Действительно. Какая простая мысль. Андрей Сергеевич, начальник экспедиции... Слушай, если строить новую установку, надо сразу при разложении... Беги. Ты спишь? Угу. Знаешь, я думаю, неужели в жизни все предопределено? Ведь так не может быть. Может. Что? Тебе на роду было написано открыть анселей. А тебе? Мне? Мне что-нибудь попроще бы. Отец, давай спать. Значит, история науки оставляет нам только имена победителей. А сколько таких же, далеко не бездарных, ушли и уходят в тупики? Ведь часто кажется, ну еще полгода, ну год. Там, вон за тем поворотом, уже открытие. И мы идем год, 2, 10. Теряем близких, не видим ни зим, ни весен. А потом оглядываешься. Все. В итоге старость и жизнь утекла. Ты слышишь? Угу. Утекла, догоним, спи. Да. Сейчас я понял, что вся моя жизнь была пока только прологом, приближением к открытию. Мы сделаем его. Теперь сделаем.